Да, особо тут и говорить нечего. Единственное, знаете, что хочу сказать огромное спасибо футбольному клубу «Славия», который на сегодняшний день указала нам наше место. Обидно то, что мы 5 туров выкарабкивались, а сегодня оказались там, где не должны быть, но на данный момент мы находимся. Что касается игры, то играли мы в первые 5 минут, наверное, и концовку первого тайма. Ну а когда при счете 0-2, имея 3 чистых выхода 1 в 1 и не забиваешь, тогда это немножко надламливает всю команду. Все говорилось на установке. Стандарты – очень опасное оружие Славии. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. По поводу реализации, упомянули, когда до еще начала этой 5-матчевой серии без поражений, много говорилось, что это проблема Динамо Брест. Сейчас она как-то вернулась, или она никуда не уходила, просто за счет результатов как-то не было заметно? Она никуда не уходила. Действительно, вы правильно сказали, за счет положительных результатов, но как-то все сглаживалось. Хотя мы в эти 5 туров забили, там, по-моему, 7 мячей, пропустили 2. И сегодня все это мы пустили под откос. По поводу действий защитников, там, казалось, как-то легко пропускаются эти голы, то есть 3 мяча давно, опять же, не пропускали, сейчас... Все говорилось, что Славия играет в основном на своего нападающего, который, если цепляется за мячи, это большая проблема. Мы ему позволили очень много сегодня свободы, поэтому и получились наши проблемы. Скажите, пожалуйста, почему Кодзя только в перерыве вышел, не в стартовом составе? Он пропустил 2 дня, у него была температура, и он не должен вообще был участвовать в сегодняшней игре, но развитие матча вынудило нас его выпустить. В завершении сейчас международная пауза, 2 недели без матчей, без официальных матчей. Насколько вам кажется, то, что вы сейчас, очевидно, недовольны тем, как команда выглядела, как она выполняла установки, насколько это удастся переломить, донести? У нас осталось еще 8 туров. Конкуренты, как я уже говорил, наши не спят и не дают нам спокойной жизни. Поэтому мы будем готовиться к оставшимся части сезона. У нас впереди Белшина, Днепр. Команды, с которыми мы обязаны брать очки. Спасибо, пожалуйста. Славия в последнее время для Динамо Брест по осени является очень удобным соперником. Обращали ли вы на это внимание? Оно не по осени является, оно является неудобным соперником с 2020 года. На это я обращал внимание на то, что последние 2 игры мы Славе проиграли с общим счетом 1-6. Сегодня встало 2-9. И все же, как нам показалось, ваша команда в многих аспектах играла очень хорошо, но в концовке чуть-чуть не хватало. Есть ли у вас, как у специалиста, ощущение, что вот эти штрихи немножко наладятся, и команда будет играть не только эффектно, но и эффективно? Вы знаете, мы в таком положении находимся, что для того, чтобы играть эффективно, наверное, очень тяжело нам пока это дается. Нам главное сейчас результат, очки. Я уверен, что, конечно, реализуя мы свои моменты, может, мы переломили бы ход встречи сегодняшней. Но надеюсь, что то, что мы не забили сегодня, нам воздастся в дальнейших играх. Как нам показалось, в Бресте очень любят футбол, и в преддверии матча, и во время матча болельщики поддерживали, интересовались. Мы видели мальчиков, девочек, детей, взрослых, даже умудренных опытов болельщиков. Вы чувствуете, что футбол нужен, что в вас верят, надеются, и есть ли желание это оправдать в самое ближайшее время и результатом, и игрой? Конечно, в Бресте всегда были самые, наверное, такие преданные болельщики, скажем так. Тем более после чемпионского года команда с такого города, не должна она находиться в таком плачевном состоянии, скажем, в турнирном положении, я имею в виду. Естественно, мы все переживаем, хочется доставлять радость болельщикам, чтобы они приходили семьями, стадион еще больше заполнялся. Но пока мы можем только извиниться за сегодняшнюю игру, что мы их разочаровали. Спасибо большое.